Всем доброй ночи. Вот собираюсь снять уже часа два, наверное, уже расставила все. Но вот никак не доберусь до лекции. Просто ждала. Мне должны были сообщить. Ребята не выходили на связь уже сколько дней. Надо было узнать, результат дала та работа, которую я провела. И вот сейчас написали, что вышли на связь, и я со спокойной душой могу приступить к остальной работе. Вы знаете, это очень большая ответственность. Я понимаю, что разумные люди понимают, что я всего лишь посредник, и я прошу, а силы сами решают, помочь или нет. Но в любом случае ты переживаешь, потому что ты понимаешь, что человек надеется. Если бы вы на секунду просто представили ту ответственность и ту загруженность, которая у меня есть, особенно за последние годы, и вы бы с ума сошли. На самом деле. Очень тяжело, когда надеяться на тебя, не подвести, сделать как надо. И за последние годы, лет 15 точно, потому что как начались конфликты на Северном Кавказе, потом, Донбасс. Много людей обращалось именно с этой просьбой. И я не помню, чтобы я ошибалась. Если я говорю, что человек жив, можно спасти, значит, он жив. Даже если кому-то кажется, что этого не может быть, это невероятно. А вот он жив. И отлично. Да, получается. Когда получается, это... Я даже не знаю, как это вам объяснить. Но у меня вот такое вот чувство счастья переполняет. Так, давайте перейдем дальше. А вы еще удивляетесь, откуда у меня нервный тик. Ну вот, неудивительно. Значит, еще раз прошу всех задавать вопросы. Мир мертвых, ваши вопросы. 5 месяцев назад, уже 5 месяцев назад снято. В других местах будет игнорироваться. Опять внизу пишут, даже те, которые давно на моем канале. Вы что, слышите то, что вам хочется услышать или как? Потом, могу ли я за кого-то провести ритуал? Хоть и не по теме, но в любом случае. Не можете, вы не ведьмы. У вас энергия, совершенно не привыкшая к определенным силам. Вы не имеете никакого права что-либо снимать с кого-то. Если есть работы, которые можно провести, я говорю, они приспособлены к тому, чтобы провести. Но постоянно задавать один и тот же вопрос. Магия, если вот в 2 словах, это подчинение и послушание духов. Вот они слушают человека, подчиняются его просьбам, его обращениям и выполняют то, что человек просит. А подчиняются только тогда, когда этому человеку с рождения дана эта сила. И человек рождается в этот мир уже с разрешением призвать их. Они знают этого человека, узнают, приходят, слушаются и делают, как он просит.
Когда я говорю силы, это не собачки-пупсики возле вас бегают, понимаете? Это тысячелетние силы. Они знали ваших еще прапрадедов и пращуров. Некоторые из них знали несколько цивилизаций, миллионы поколений людей. Но они слушаются и помогают. Не то, что они послушные, как на задних лапках бегают возле человека. Нет. Но у них задание такое. Вот сопровождать этого человека, помогать, учить, защищать, слушать этого человека и выполнять то, что просит этот человек. Или указывать, смотря какого ранга силы. Потому что они знают, что сила дается разумным. Разумному человеку дается сила. Сила не дается тем людям, которые пойдут налево-направо всех мочить, понимаете? Таким людям сила бы не далась вообще никак, никаким боком. Разумным дается, а разумные не будут разбазаривать эту силу. Или во зло использовать. Они для равновесия это делают. Даже если они чувствуют, что человек в гневе сказал, там обида говорит устами человека, они не накажут этого человека, простят и забудут, потому что они разумные. Они слишком высокоморальные люди, чтобы из-за каждой фигни ходить там по кладбищам какие-то порчи делать. Их нужно довести, нужно действительно это заслуживать. И поэтому, зная это, силы подчиняются такому разумному человеку. И для достижения определенного уровня такие люди десятки лет идут по этому пути. Десятки лет. А некоторые хотят за 2-3 недели стать колдунами, ведьмами, открыть какое-то ясновидение. Ну, просто смешно. Я на это смотрю просто со смехом. Мне и смешно, и страшно, что есть люди, которые верят, что это возможно. Но вы приходите на канал, сидите, проводите работы, получаете результат. И опять и снова, я могу за мужа провести, я могу за этого. Да не можешь ты. Или мне, я могу от онкологии вот провести. Можешь, проведи, потом онкологией заболеешь, а потом опять проведешь уже для себя. Ну как можно быть идиотом? Вот у моего соседа голова болит, я могу за него этот цитрамон выпить, чтобы, а то ему лень. Я иногда общаюсь с людьми 3-4 года, вроде нормальные люди, а потом такой сморозит, думаешь, да что же это такое вообще? Это что за безмозглость? Я могу за своих сыновей провести? Нет, не можешь. Они сами должны провести. Причем это люди, которые 100 раз обращались, 100 раз спасались моими работами, куполом, ведьмы, не буду говорить где. А потом выдают. Просто им некогда, они вот заняты, у них много работы, я могу за них. Обалдеть! А я тут херней занимаюсь, извините. Я вообще фигней занята, там, мне-то что? Я же особо не занятый человек, чтобы понять занятых людей. Понимаете? И люди не понимают, что это оскорбили меня этим словом. Ну что там? Ну сказали, что занят. То есть я... Сегодня вообще я легла спать в 8 утра. Ну, где это? Сейчас я вам покажу. Вот мне на днях отправили, я немного видоизменила, чтобы мне было удобнее писать. Вот я уже вот порасписала до этого места. Сегодня наберусь сил, сяду, сниму для вас. 8 утра, потому что я понимаю, что времена тяжкие, людям нужна помощь. Значит, я просто пару часов в день, как Наполеон, сплю. Это ничего нормально. А они очень заняты, понимаешь, чтобы провести что-то для себя. Что вы? Говоришь человеку, помогите, спасите, как всегда. Помогаешь, спасаешь. Внучка, ребенок, там, знакомая, сестра, все подряд. Идите, отнесите то-то там под дерево. Ой, я чувствую, что человек не сделал, потому что пока работа не закончена, у меня уходит энергия.
Вы сделали, как я попросил? Ой, не было времени, некогда. 3 часа ночи ты мне звонила, время у тебя было, тебе надо было срочно помочь. Сделайте, закройте эту воронку. У меня же энергия уходит. Неужели нет совести? У меня просто не было времени, а потом... Я, конечно, не буду навязываться. Один раз сказала, и все. Через некоторое время опять приходит за помощью. Вы тогда хоть сделали что-нибудь? Ой, я забыла. Потому что вам срать, понимаете? Вам срочнее всего надо. Вам надо для... Вы приходите только за тем, когда вам что-то надо. Элементарно для того, чтобы у человека энергия не уходила, вас просят просто. Вы даже это игнорируете, понимаете? А я спасаю вас за 3 свечи и за 2 благовония, которые я не зажигаю, потому что дешевые благовония, они очень опасны, от них голова болит. Но я воспитанный человек, я никогда не скажу лишнего. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо, очень прекрасный подарок. Все, до свидания. Но я их выкину. Почему? Потому что есть благовоние, которое стоит того. Меньше 100 рублей не берите благовоние, потому что там замешаны химические элементы, которые дают очень сильный аромат, и от чего потом у вас голова болит, забиваются сосуды. Дышать не можете, плохо себя чувствуете. Вы не думайте, что здесь дурочка сидит. Просто мое воспитание принимается за слабость, понимаете? Я прекрасно все знаю, какие они, что, как по акции, вот эти все дешевые благовония, которые там воняют, как покрышки зажигаешь дома. Я ими не пользуюсь. Но вы отправили мне. Спасибо. А взамен было спасение жизни вашей внучки, например. И таких случаев много. А вы знаете, что я обязательно отдам своим здоровьем? Потому что благодарность и работа не друг другу не в равновес идут. Вы взяли много, а отдали ничего. Но даже если мне не отдали, хорошо, ладно, ребятам отправьте. Зачем? А зачем это делать? Что стоит услуга, оказанная уже? Знаете, да, такое? И приходят всегда, когда опять что-то надо. И бесполезно это говорить. Не хочу говорить, потом опять это все извращать, переворачивать вверх ногами. Все, идите куда шли. Не хочу. Если я не говорю проводить, значит, не надо, нельзя за кого-то проводить. Не можете. Эти силы вам не подчинятся. Даже если они помогут, потом накажут за вашу дерзость и наглость. Не понимаете вы? Я вот сейчас поднимусь на столб и буду чинить эти электрические провода. Я могу купить инструменты и подняться и сделать. Могу, конечно. Но потом я не спущусь оттуда. Вы не понимаете, это нужен электрик, человек, который понимает, соображает в этом. То же самое. Почему вам кажется, что если это не видно, то это ничего страшного. Можно... Это не видно, но потом в вашей жизни это отразится на качестве вашей жизни. Когда начнутся болезни, аварии, не знаю, кошмары, головокружение, когда стареть начнете, это значит, вы привлекли определенные силы, которые у вас забирают жизненную силу. Что такое молодость? Это когда у человека жизненная сила есть. Мы в своей жизни можем с одним человеком молодеть, с другим человеком постареть, потом снова помолодеть. Понимаете? В 30 лет можем выглядеть как старуха, потому что рядом нелюдь. А потом эта нелюдь посылается куда-нибудь, и мы обратно набираем жизненную силу. За пару лет мы возвращаемся обратно, и в 40 лет мы выглядим лучше, чем были в 30. Жизненная сила забирается в оплату за вашу дерзость, за вашу наглость, что вам сказано было это не трогать, вы трогаете, вы берете работы практиков. Меня уже выводят, а можно я сделаю вот эту работу практиков? Слушайте, не надо со мной договариваться. Не надо себя равнять со мной. Я 25 лет в этой сфере работаю. Есть вещи, которые я до сих пор не посмею трогать. Понимаете? А вы считаете, что у вас столько есть ума, знания, что почему нет? Какая разница? Я такой же человек, руки, ноги есть, как у нее. Возьму, сделаю. Сделайте. Не пишите мне больше. Одно дело, когда ты идешь таблетку упьешь, другое дело, когда ты лечишь человека, когда ты операцию делаешь. Разницу чувствуете? И
профессор медицины и санитарка надевают белый халат, но это не значит, что они одинаковые, понимаете, что они наравне. Давайте перейдем все к вопросам. Вам сколько не помогай, никто не видит, не слышит, не ценит и даже слушать не хочу. Бесполезно это все. Просто когда начинаешь уже, знаете, чем старше становишься, тем больше понимаешь, что надо немного себя беречь, потому что люди всегда, очень малый процент людей, которые действительно помнят, благодарят и которые в нужный момент просто не насрут в душу. Давайте дальше. Значит, читаем. Так. Здравствуйте и так далее, и так далее. Спасибо большое, мне очень приятно. Так, вопрос. Связан с моим братом, который погиб, защищая нашу родину. Расскажите, пожалуйста, о внезапной смерти. Что с душой, пока тело не предано земле? Как помочь душе обрести покой? Что я могу сделать для моего любимого брата? И встретимся ли мы там потом? Его фото у меня есть на телефоне. Пишу ему каждый день в WhatsApp, будто это наша связь. Он был без вести пропавшим. 10 месяцев сейчас он в морге, ждем ДНК. Фото его тела мне прислал направление части. Я его смотрю, хоть это и невыносимо. Такая тоска, обида, боль, чувство вины. Расскажите, пожалуйста, о погибших и что должны понимать и делать. Ну, я об этом рассказывала много раз. Давайте еще раз освежим в памяти. Значит, тело человека – это как скафандр, который снимает человек и уходит. Поэтому тело человека после его смерти, естественно, уже ничего не решает. Ни в положительную, ни в отрицательную сторону. Естественно, каждому человеку хочется, чтобы предать земле по-человечески, по разным традициям, у кого какой, кто по христианским традициям, кто по традициям ислама или языческим, по-разному. Но в любом случае знать, что человек похоронен. Итак, какая душа находит покой? Так, кстати, забыла сказать, почему у нас гамаюн. Потому что это птица рая, которую называли рай. У ариев назывался Ирий. Птица, значит, вещая птица, которая была связующим звеном между людьми, духами. Она обитала между мирами и очень часто находилась рядом с душами ушедших. Поэтому, например, южные славяне считали, что гамаюн может передать какое-то известие от родных, которые находятся в ином мире, в Навии. То есть там, где души их родных. Вот поэтому она здесь. Значит, так. Покой находят те души, которых отпустили, смирились с их смертью, отпустили. По-разному называется, можно сказать, отпели, душу отпустили на покой. Есть различные, традиции, обычаи. Но в любом случае ему дали энергию для ухода, попрощались с ним. И как вы думаете, почему покойному, например, закрывают лицо саваном, когда хоронят, закрывают его в гробу, и все, и больше не открывают, нельзя. И все традиции вообще против эксгумации, против перезахоронения, потому как он уже не с этого мира, он ушел. И как бы не было больно, но каждый человек смиряется со смертью рано или поздно. Тоска, потери, ощущения – это понятно, это присутствует. Но смиряется со смертью, потому что он ушел, то есть он уже не с этого мира. Многие павшие, они, к сожалению, не найдутся, потому что во избежание различных, сами знаете, заболеваний, которые происходят из-за трупного яда,
человеческое тело не может находиться долго, особенно в жаркое время. И свои, и чужие хоронят павших. Как хоронят, это уже другой вопрос, но предают земле. И поэтому покой находят не те, кого привели и похоронили. То есть и те тоже могут найти, естественно, но это не обязательное условие. Самое главное, чтобы вы смирились и отпустили. Вы не отпустили его. Не пишите ему ничего. Он не с этого мира больше. Не надо ему писать на WhatsApp. Я понимаю вашу тоску, ваше состояние, но вы его душе делаете хуже. Вы его держите здесь. А им нужно уйти. Им нельзя находиться на земле. Для них это тяжко. Ну, естественно, если вы на фотографии узнали своего брата, если для достоверности вы ждете ДНК, пока вы не сделаете все эти процедуры, малоприятные, но необходимые, увы, пока вы их не проведете, он, конечно, будет на этой земле, он будет с вами рядом. Потом он уйдет. Как только предадите земле, как только он коснется земли, как только его тело начнет разлагаться и уходить, и от его тела ничего не останется, он обычно ушедший, он привязан к своей могиле год. Значит, 9 дней он прощается с семьей, 40 дней он прощается с миром, потом он уходит, становится возле своей могилы и ждет своего судного дня. Считается, что судный день приходит в течение года, то есть через год. Вот разлагается тело. Многие ушедшие, даже много веков назад, до сих пор еще не предстали перед судом богов, сил, там у всех свои верования, но итог один – суд вселенский. Потому что там разные миры, и там разные эгрегоры, разные силы, силовые поля, и у всех свои правила. Но они друг другу не мешают, это взаимоуважение, взаимовыгодный союз всех сил. Так вот, почему они еще не ушли туда, на покой? Потому что из-за почвы, а сейчас уже из-за еды. Мы едим такие искусственные продукты, которые практически мумифицируют нас изнутри на самом деле. И после смерти не все найдут покой. Ну, в древности кремировали людей, сразу освобождали их душу. И сейчас идет эта практика обратно, потому что просто наша планета превращается в одно большое кладбище. Мы уже понимаем, что мертвеца на мертвеце хоронят уже люди, да, и в сельских местностях еще есть места, а вот город задыхается вот в этих погостах. Так вот, вы спросили, как отпустить его? Предать земле, смириться, понять, что он ушел, что он есть, существует, просто его тела нет. Он живет без своего тела, но он существует. Еще один важный аспект. У ариев были отдельные пристанища для тех, кто погиб за родину, погиб в сражениях. У славян это сварга. Души павших забирались девами. Скандинавы их называют гарпии, валькирии, по-разному. Они приходили, забирали их. У русичей это практически ушло в историю. Назывались они, значит, сейчас вспомню, воинствующие девы, которые чем-то напоминают тех же амазонок или из скандинавской мифологии, значит, валькирии. Забирали души туда. Человек, который отдал свою жизнь за свою землю и за народ, если он отдал свою жизнь за народ, он освобождался от всех своих ошибок, преступлений перед миром и прочее. Считалось, что
ему все прощается, потому что он спасает род. Он спасает не только одного ребенка или одну женщину, он спасает целый род, потому что этот ребенок родит своих детей, эти дети своих, и лет через 100-200 это маленькое село или маленький городок, да, от потомков. То есть, даже если он не дал своего потомства, он спас огромное потомство. И те воины, которые 40-е годы за нас погибли, мы многих поименно не знаем. Многие пропали без вести, многие погибли так, что мы даже не знаем, как они погибли, кто они были. Но благодаря этим воинам вот эта страна, например, свободна. И мы живем здесь. И каждый раз, когда мы благодарим за что-то хорошее в нашей жизни, какая-то часть благословения уходит им. Благословение – это энергия, энергия, которая требуется душам. То есть, смотрите, мы можем не знать этих людей, но наши дети, внуки, правнуки, вот эти все праздники, вот то же самое полк бессмертных, для чего организован? Для того, чтобы отдать определенную энергию ушедшим. Тот же вечный огонь. Он предназначен для тех, кто пал в это время. Там даже написано, как думаете, почему на памятниках пишут вот с этого года по этот год. Это не только для того, чтобы обозначить, для чего вот этот памятник стоит, а еще для того, чтобы дать вот это посыл во Вселенную. Вот это принадлежит тем, кто пал вот за такой-то город. Или защитникам там Брестской крепости, да, защитникам, значит, Ленинграда, защитникам Сталинграда, понимаете, Мамаев курган тот же самый. Там написаны все фамилии. Это делается по неволе, подсознательно. Ну, фамилии людей надо обозначить, кто погиб. Да, это понятно. Но для чего это делается? Это посыл во Вселенную. Вы тем самым разрешаете, даете разрешение этим душам прийти, пользоваться энергией этого огня. Вечный огонь пришел с древних времен. Вселенского огня. Солнце есть огонь вселенский. Многие народы считали солнце богом. Были огнепоклонники и остались огнепоклонники. Потому что эти слова семейный очаг, значит, огонь, значит, отечество, да, дым отечества. Это все оттуда. Огонь считался женского пола хранительницей очага. Огонь запугивал темных духов. Если огня не было, то считалось, что этот дом в скором времени, значит, постигнет какая-то неудача, что-то нехорошее. И хранительницей огня была женщина, мать. Она должна была все время следить за огнем, все время охранять свой дом, своих детей. То есть этой энергией, питая добрые души или добрых духов. Если внезапно умер человек, погиб, ну, например, попал в аварию, он может очень долго еще блуждать по этим местам, где он погиб, пока его не заберут, пока он свои дела земные не завершит. Но когда человек идет на войну, он идет осознанно туда. Понимаете, это не считается внезапной гибелью или внезапной смертью. Почему? Потому что одно дело, когда человек шел в магазин за хлебом, и его сбила машина, и он внезапно умер. Либо он упал, ударился головой и умер, и не приходя в сознание. Либо в драке, не ожидая там какого-то страшного финала, побежал кого-то защитить, друга, жену, и получил нож в сердце, и внезапно умер. Это одно. Да, он не найдет покоя, пока его дело не завершится, пока тот, кто не сделал, не будет наказан, даже подождет, пока тот, кто сделал, уйдет в мир иной и его заберет на суд. Это совсем иное, это иная смерть. Когда человек идет на войну, он готов к смерти, он знает, что он может быть убит. Понимаете? Поэтому это не внезапная смерть. Это взвешенное решение человека. Он идет отдавать свою жизнь, если повезет, если получится, если боги пожелают, он вернется. Но он идет жертвовать собой. То есть
отдаем лучшее, сильных, красивых, ради того, чтобы остальные жили. Когда богам приносили в жертву, приносили красивых быков, там лучших, да, живых существ. Но лучших, не хромых, нельзя было приносить в жертву. Хромых там или больных животных. Это считалось недопустимым. Лучшее нужно было отдать им. Вот сравнение может быть не очень хорошее, приятное, но также человечество отдает лучших сынов для того, чтобы остальные жили. Теперь я вам объясню, почему происходят войны время от времени. Когда народы желали жить в мире, они понимали, что свита Бога войны должна пополняться. Раз в 30 лет, раз в 50 лет свита Бога войны пополняется новыми душами. Он должен впитать. Потом Бог войны питается болью. Это слезы, это плач, это тоска, это переживание. Мучения, это пленные, это их страшные пытки, энергия боли. Ну, почти тот же Гаввах, только не для Яхвы, а для его близких по духу божеств. И для того, чтобы не отдавать своих сыновей, приносили в жертву быков, овец, огромное количество. Очень много описывается в истории, да, это считалось, вот язычество, оно жестокое, вот так вот делали. А вот эти жестокие, к сожалению, обряды удерживали на долгое время от войн. Помогали нескольким поколениям оставаться в мирных таких условиях. Вы не думайте, что только в наш век вот это все, вот эти войны. Представьте, тысячелетием люди так и жили. Мучились, воевали, теряли близких, погибали, оплакивали. Вот так, как мы с вами живем, вот точно так же. Тысячелетиями наша цивилизация была только в войнах, только в слезах, в боли. Здесь больше боли, чем хорошего в этой жизни, на самом деле, к сожалению. Когда традиция приношения огромных таких живых жертв богам войны сошло на нет практически, у некоторых народов есть такая страшная традиция, есть боги зла, есть в некоторых островах до сих пор сохранилась богиня зла, например, приносит огромное количество быков. Это прямо из космоса посмотреть, залитой кровью, целые гектары. Страшное зрелище. Но эти острова избегают войн уже которые сотни лет. Понимаете, они просто считают, что уж лучше так отдать, чем свои жизни. Богам войны нужна эта боль, энергия боли, слез. И они должны пополнять свою свиту новыми душами. Просто когда люди говорят, когда наступит мир на земле, друзья мои, мы из поколения в поколение, наши деды, прадеды, мы с вами, наши дети, всегда боги войны будут требовать эти жертвы, будут эти войны. Они вечные, они никогда не закончатся. Не будет такого, чтобы наступил всеобщий мир, любовь, все друг друга любили, простили. Не будет. Мы приходим в этот мир для испытаний, закаляться. Другие души после нас придут точно так же закаляться и уйти обратно. Наша прародина там. Вот любовь, спокойствие будет там, но не здесь. Теперь, вот свита Бога войны, то есть храбрые души уходят к Богу войны. Это не, прошу не путать это с темным царством или, темной воронкой. Нет. Бог войны – это воинствующая сила. Потом они оттуда защищают свою родину. Не зря просто люди, которые немного имеют такое видение, да, между мире, они говорят о том, что и мертвые встанут рядом с живыми. Это не простые слова, не пустые слова, это действительно реальность. Мертвые действительно встают рядом с живыми, они оттуда тоже
помогают той земле, ради которого погибли. Так что ваш брат, он уйдет в пристанище бога войны, там, где собраны лучшие воины и те, кто отдал свою жизнь за других. Ему простятся все его ошибки в этом мире, если они были совершены, а мы все несовершенны. Отпустите его, не пишите ему ничего, не удерживайте его здесь. Он найдет покой после того, как будет захоронен в течение года. Он со всеми попрощается и уйдет на покой. Об этом вы можете не беспокоиться. А все, что он сделал, это благословение будет идти его родным, близким, еще очень много поколений. Мне очень жаль, я понимаю, как это ужасная боль, это тоска, но постепенно вы смиритесь с этой смертью и уже соединитесь с ним духовно. Вот когда вы поймете, что он есть, что тело всего лишь тело, мы больше, чем тело, что он где-то обитает. И как только он найдет покой, он, наверное, напоследок придет к вам. Гисаня. Вот прям проснется и начинает корябать. Он с вами попрощается и уйдет. Встретитесь ли вы с ним? Встреча душ может состояться, и души встречаются там. Но у каждого свой мир. Увидятся они, увидятся. Но будут ли они обитать в одном и том же мире, это мы уже до конца знать никак не можем. Там очень много различных миров. Но увидеться возможно, естественно, после мы увидимся с теми, кого любили. А может, они сами придут за нами, когда наше время придет. Вот 100 раз попросила не писать вопросы, которые вообще не по теме, а все равно огромное количество. Вот скажите, пожалуйста, а как там моя бабушка себя чувствует, а хорошо ли ей там? Вот, знаете, вот ощущение такое, вот как будто бы, ну, все равно же как бы отвечает. Вот если бы вам за это нужно было платить, вы бы 100 раз подумали, чем задавать такой тупой вопрос. Но поскольку это все бесплатно, можно и... Почему бы нет? Пусть ответит там бабушке моей, хорошо или нет. Ну вот что сказать. Дальше вот там, вот не знаю, встречу ли я свою судьбу. Это кошмар какой-то. Вот просто вот невежество, неуважение. Это просто вот сидишь, читаешь и думаешь, а зачем вообще это все надо было мне? Реально. Я попросила 100 раз, во-первых, написать под тем роликом, где я эти вопросы увижу и отвечу. Я устала уже удалять под другими роликами, потому что потом кто-то там влезет со своими ответами, а потом будут говорить, ну, в ведьминой избе мне вот сказали так. А кто сказал, иди доказывай, что ты не верблюд. Это во-первых. Во-вторых, попросила 100 раз, пожалуйста, по существу, мир мертвых. Так, слушаем дальше. Так, вопрос только читаю. В конце 80-х гостила у бабушки. Был июль-август месяц. Выйдя на крыльцо, я увидела всадника, словно из плотного белого тумана. Но я отчетливо его увидела. Шлем, бороду, меч, щит. Мог ли всадник быть предвестником перемен в стране? Возможно, перед тяжелыми временами. Я не знаю, что вы там курили на крыльце, что вам всадники померещились. Все, даже не хочу разговаривать, правда. Ерунда какая-то. Все норовят себя сравнить со мной. Как только какое-то предупреждение сниму, прям внизу начинается. Ой, у меня тоже такое видение. А кто вы вообще такие? Маруся из Кукуевска, вот реально. Если у вас такие видения, вы вот просто так же видите, все это знаете, так какие проблемы? Откройте каналы и свои видения выкладывайте туда, понимаете? Как все могуи. Сидят, ждут, когда я сниму на следующий год предсказание. И у всех такое же видение. Тут же бегом бегут снимать что-нибудь. А где вы раньше были? Если вы такие одаренные люди, чего же вас не знали? Ну, в конце концов. И вот это могли быть там вот какие-то...
Обращайте внимание на то, что курите. Будьте добры. А то и собаки зеленые могут летать, и всадники, и всякое. Так, лекции. У меня такой случай. Год назад умер мой родной дядя. После отпевания его начали закрывать покрывалом. Нас попросили убрать цветы, которые были возложены ему в гроб. Я взяла охапку роз и очень сильно уколола шипом палец, и моя кровь разлилась у него на подушке. Мне стало не по себе. Как это может отразиться на моей судьбе? Очень плохо может отразиться. Вы кровь капнули ему в гроб. Это все равно, как ваши фотографии или ваши волосы постригли, или вашу вещь туда положили. Или майку вашу, пропитанную вашим потом, туда положили. Таких людей надо отчитывать, пока не случилась беда, пока вы следующие не ушли. Потому что в семье, как правило, в семье, в роду, там, в фамилии, всегда 3 смерти друг за другом. Смерть одна не приходит. Либо человек умрет, либо друг за другом питомцы уйдут. Но в семье всегда 3 смерти. Ну вот не именно вот в этой семье. Здесь может дядя умереть, в другой семье может там бабушка престарелая уйти, где-то собака умрет сразу. Но 3 смерти должны быть в этой фамилии, в этом роду. И желательно, чтобы вы не были следующие, потому что надо быть очень осторожным, надо вот вообще на похоронах надо всегда быть начеку. Там находятся сущности, которые приходят за этим человеком, за его душой. Там дотрагиваться до некоторых вещей нельзя. Даже когда покойника, значит, купают, так называется, обмывают его, уносят и обязательно эту воду льют подальше. Я помню, что воду, которую унесли от покойника и вылили под дерево, у меня бабушка потом ругала. Должны были унести далеко там за пределы, а они в огороде вылили прям под черешней. И вы знаете, огромное молодое красивое дерево высохло за 2 недели. Это очень страшная сила, и к этому надо относиться и уважительно, и осторожно, и очень серьезно. Многие люди так считали, что в этом ничего такого нет, пока они не столкнулись, пока их не наказали оттуда. Это другой мир, у этого мира свои законы. И надо всегда быть осторожным. Ну, так получилось, так случилось. Но таких людей надо отчитывать, потому что это опасно. Помогите разобраться в следующем вопросе. Хочу создать родовое древо на стене дома. Вокруг него разместить фотографии прадедов, которые уже ушли из жизни. Могу ли я это сделать? Может ли это как-то негативно повлиять на жизнь мою и моих близких? Нет, не может. В альбомах, если старые фотографии ушедших людей, лучше старые фотографии отдельно держать от живых. Но если есть общие семейные фотографии, конечно, там есть и ушедшие люди, и живые люди, это так и остается и оставляется. Но родовое древо – это наша память, наши предки нас берегут. Вот если вы возьмете фотографии погибших в автокатастрофах, авиакатастрофах или где-нибудь еще, распечатайте и прилепите рядом с фотографиями ваших детей, это может на их судьбе негативно отразиться, потому что вы энергию смерти к ним прилепляете. А когда там ваши дедушки, бабушки, когда они были живые, молодые и так далее, и вы создаете родовое древо, это может только защитой стать для вашей семьи и для ваших детей. И в конце концов, нам же тоже не хочется, чтобы после нашей смерти наши фотографии, наши вещи там любимые, все там сожгли, выкинули и вообще забыли и не произносили наши имена, как будто нас не было на земле. Правда? Это как обнулять нас. Это в древние времена считалось проклятие забвением, когда вообще не говорят о человеке все что напоминает о нем, было разрушено. Ну, в частности, фараонов там, например, убирали из храмов, там их смазывали, их изображения, закрывали или оттуда выковыривали, вытаскивали из стены их, значит, статуи.
И это считалось очень страшным делом, потому что если человека не помнят, если его не было, то его душа совершенно не получает энергии в том мире. А мы приходим сюда для того, чтобы потом в том мире нам было комфортно, чтобы нас помнили по хорошим делам, говорили, ну, в нас это заложено, понимаете? Каждый человек, вот ребенка в детстве спроси, он всегда хочет быть известным человеком. Это не тщеславие. Нас так запрограммировали и отправили сюда. Мы должны быть, мы должны что-то значимое сделать в этом мире, чтобы после того, как мы уйдем, о нас говорили хорошо, и наша душа питалась положительной энергией. Если о нас говорят плохо, если нас ненавидят, проклинают, если мы сделали в этом мире нечто страшное, и таких людей тоже немало, согласны, то это уже отрицательная энергия, ну, если можно это энергией считать, это как яд, который питает душу, и она как кандалы не дает подняться этой душе высоко, и он будет находиться в низких сферах. Такие души со временем превращаются в тени, в привидения, потому что они как голодные рыщут, они не получают энергии вселенской, они наказанные души. И поэтому, когда мы приходим в этот мир, нам нужно делать что-то хорошее. Если ваши предки заслужили право находиться рядом со своими потомками, то почему бы нет? В конце концов, вот это, значит, полк бессмертных тоже не просто так придуман. Это напоминание наших предков, что они с нами рядом, они как живые, и их имена не забыты, они есть. Так. Значит, здравствуйте. Это так, не будем читать. После видео «Мир мертвых» сразу вспомнила, что в детстве каждый год мы гостили у бабушки, жили в частном секторе окраине города. Между нашими соседскими участками было старое кладбище. Там уже давно никого не хоронили, могилы были заброшены. Дед пас на нем кур и нас заставлял. Также все лето ели ягоды, фрукты со своего участка. Но я думаю, что, скорее всего, под ним тоже было кладбище. По-моему, это я читала. Ну, для этого случая я отдала вам работу. Отмолить себя от кладбища и гнева мертвых. Берите и проведите. Если будут большие перемены в жизни, значит, сработало как надо. Если чуть меньше или никаких, ну, значит, там серьезнее дело, и это уже должен делать человек знающий. Так. Разрешите спросить, щенки с матерью живут на кладбище. Мы их кормим, еду покупаем не из дома. Надо ли какую-то защиту начитать на нас? Очень жалко собак, голодные и замерзшие. Если бы вам было жалко собак, вы бы забрали и пристроили. А вот это лицемерное, вот это вот очень жалко, я не верю. Иногда, знаете, снимает на видео. Ой, кошка, как жалко, покормили и пошли дальше. Я не верю таким людям, и вам тоже. Когда жалко, я забираю домой и пристраиваю, потому что каждая кошка и собака, они должны найти свой дом. Даже если они одичалые, даже если они боятся идти к человеку, все равно можно найти подход, обманным путем каким-то образом забрать, немного подлечить, привести в норму и отдать в добрые руки. Кошки и собаки должны жить дома, в домах людей, не на улице. На улице им не место, на улице они становятся волками. Потом накидываются на людей с голоду, потом их уничтожают, истребляют, мы это знаем. Поэтому, друзья мои, если жалко, берете и содержите дома. Вот сколько лет я помогаю людям, сколько лет говорю, что хотя бы откупайтесь таким образом, что возьмите там бездомное животное. Я вам могу на пальцах перечислить, сколько людей за все, что получали, закрывали кредиты, дома покупали, машины, на моря ездили, все хорошо, а потом приходят, а вы знаете, вот что-то больше не получается. На мой вопрос, как вы откупились? Вы берете у Вселенной. Что вы отдали взамен? Что-нибудь.
Ну, я там вот кошку покормила. Все, больше разговаривать с этим человеком незачем. И силы этому человеку больше помогать не будут. Потом этот человек окажется в какой-нибудь дерьмогруппе, потому что от злости, потому что как же, он привык получать, а тут больше не помогает. А как я тебя ненавижу, вот ты вот так вот приучил меня к хорошему, а теперь не хочешь помочь. Я могу перечислить просто буквально на пальцах, может быть, 7-8 человек, которые за эти годы, за все хорошее, что они получили от моих работ, за то, что они мне очень много подарков отправили, за то, что они благодарные были люди. Многие из них пришли именно на консультацию, оплачивали мой труд, но еще наряду с этим всем они брали и берут кошек, собак, пристраивают, жалеют, забирают домой. На пальцах могу перечислить. Сотни тысяч, миллионы людей за эти годы взяли мои работы, поменяли свою жизнь. Теперь, сколько из вас подобрали на улице кошку, собаку, не знаю, птичку и пристроили? 10-15 человек, если всех посчитать. Я лично 7-8 знаю. Все. Что говорить? Человечество потом удивляется тому, что судьба неблагосклонна или как? За все эти труды, за такие огромные просто перемены в жизни никто не удосужился спасти чью-то жизнь. Вашу жизнь спасли эти силы. Вам помогли, вытащили из нищеты, дали вам старт, спасли от суда, от тюрьмы, спасли от смерти, спасли от войны. Вы хоть одну жизнь спасли с улицы, тогда не разговаривайте, ничего не требуйте от судьбы. Вот о чем речь. Поэтому, друзья мои, я милосердных людей очень мало вижу вокруг, к сожалению. Хотелось бы побольше. Миллион причин сказать, что ой, я вот не могу, а у меня квартира, а вот это то, а вот это ты. Я даже по улице хожу, обязательно скажу, в каком районе, какие собаки, сколько таких собак у нас забрали. Кошек, щенят, ну вот пристроили всех, собственно говоря, в добрые руки и спокойно за них. Это спасенные жизни. Понимаете? Поэтому было бы вам жалко, вы бы их забрали. А пойти покормить, холодно, голодно, могут их в них стрелять, могут их побить, могут с ними сделать все, что угодно. Шакалы, волки загрызут. Где там жалко? В каком месте, собственно говоря, жалко? В каком? Корм купить перед собой оправдаться, что я добрая покормила? Неправда. И не надо говорить квартира. Я знаю случаи, когда люди просто вместе скидывались, отвозили на передержку. Некоторым из них я сама помогла, на канале объявила, чтобы забрали этих кошек, собак. И в каждом городе есть такие группы, где можно попросить. И есть люди, которые заберут, у них дачи есть, у них там дома есть частные. Могут люди забрать, позволить себе могут. Добрые они, понимаете? Ну, просто вот почему вы считаете, что вы можете только брать и брать, а взамен ничего отдавать не надо? И вот этот корм, знаете, это не то, что им надо. Даже корм они сами могут себе пропитание найти. Ходят по мусоркам, шарятся, находят что-то поесть. Дом дайте, если вы привыкли, если ходите там, кормите. Просто чем люди богаче, тем жаднее, знаете. Я знаю несколько человек, вот Наталья как-то снимала видео, она взяла этих щенят, хотя дома особо были не рады, и она не так уж много получала, и не богатый она человек по нынешним меркам, да, так, живущей тогда была очень скромно, и она взяла этих щенков, пристроила, а одного щенка оставила себе. Кошку у нас забрала, кота, точнее, тоже еще одного. Ну, еще пока котенок был. При желании можно это сделать. Понимаю, бывает аллергия, бывает, что нет условий, бывает, что не согласны, кто сдает там, например, дом или квартиру. Но можно пристроить.
Знаете, можно один раз не сходить куда-нибудь там в кафе, в ресторан и хорошо гульнуть, но эти деньги можно вложить на то, чтобы спасти чью-то жизнь. Делается это? Нет, поэтому не будем. Так, дальше. Читаю сразу вопрос. У меня такой вопрос. Мой брат умер неожиданно на второй день перед похоронами. Случилось что-то непонятное. По его телу начали ползать вши. Только столько много, что мы были в шоке. Так, меня отвлекли коты. Значит, на второй день перед похоронами случилось что-то невероятное. По его телу начали ползать вши. Столько много, что мы были в шоке. Я старался их смахнуть, но это было практически невозможно. Одна женщина сказала, что этого делать нельзя, иначе сами потом от них не избавимся. Так и вышло. После похорон вся родня стала обнаруживать у себя вши, причем не в головах, а во швах одежды. Значит, первое, что я хочу сказать, что паразиты живут в нашем теле, даже когда нам кажется, что их нет. А после смерти, поскольку им питаться нечем, организм не живой, они могут выйти наружу. Но кроме того, что это просто физиологически возможно, это не есть хорошо. После этого следует смерти. Это говорит о том, что эта семья еще не раз, значит, будет оплакивать в скором времени кого-то. Это примета скорых нехороших перемен и бедствий в семье. Вши у покойных. Так, дальше. Значит, приехав домой, пропаривала все белье, еле избавились от этой напасти. Брат мой был большим чистюлей при жизни, мылся каждый день при жизни, ни у кого ничего подобного не было. Потом через несколько месяцев выяснилось, что его, моего брата, задушил наш двоюродный брат, который на тот момент был у них в гостях. Мама еще на похоронах мне об этом намекнула, но поверить в это было невозможно. Он, оказывается, перед этим вышел из тюрьмы за убийство своей жены. Он ее задушил. Узнали от милиции, которая его разыскивала. Это он серийник, значит, не просто так. За какое-то преступление. А через несколько месяцев мы узнали от его родной сестры, что он утонул в болоте. Ну, туда ему и дорога. Вот видите, еще одна беда. Это бедствие, это говорит о том, что, да, в семье будут еще бедствия. И на долгое время эта душа не может найти покоя, и он активен. Когда активная могила, например, там букашки, там, значит, заводятся всякие звери и прочие, это активные могилы. Точно так же активный ушедший. Значит, он хотел вам что-то сказать, не мог. И от этого напряжения настолько просто вокруг него эта активность, вот эта вот аура энергии его души была сильна, что оживились даже вот эти вот насекомые и вылезли из-под кожи. Дальше. После похорон брата он туда вернулся, жили с семьей, дети его в дом не пустили. После освобождения он приехал к моей маме и брату в другую область. Пожалуйста, пустили на свою голову. Скажите, от чего такое произошло? Ну вот я вам и объяснила, собственно. Это нехорошая примета. Это, во-первых, говорит о том, что душа не может уйти, хочет что-то сообщить. И, во-вторых, что последует еще бедствие после смерти этого человека. Скажите, пожалуйста, теперь другой вопрос. Да, скажите, пожалуйста, этот я сейчас удалю, чтобы по новой не читать, потом не отвлечься. И, наверное, последний вопрос мы с вами проясним, и все. Существует ли ответственность за спасение человека от самоубийства? Успела снять с дверной ручки. Во второй раз проявила малодушие, безразличие, оставила его больше из-за страха. И он все равно это совершил. Грозит ли мне за это наказание?
Вы знаете, если человек хочет уйти, никто не помешает. Была такая актриса, у нее псевдоним был Капучин. Не помню, как ее звали, очень красивая итальянская актриса. Она играла в фильме «Блеф» Бельдюк, такую вот женщину авторитетную. Еще в различных фильмах. Просто вот классическая красота. Ее подругой была Одри Хепберн, по-моему, правильно говорю, Хепберн. Не помню сейчас, как ее фамилия звучит. В общем, она вот эта вот красавица Голливуда. Та пыталась уйти из жизни много раз, и Одри забрала ее к себе, следила за ней, и как-то так ненадолго вышла куда-то, и она выпрыгнула из окна. Если человек хочет умереть, никто не помешает этому человеку. Иногда люди шантажируют, иногда люди запугивают, но если человек не дает вам житья и просто уже достал, уже поперек горла. Так бывает, знаете, вот алкоголики уже конченые. Вот ты меня бросишь, я пойду повешусь и так далее. Сначала шантажируют, потом начинают это делать, а потом уже привыкают, что все их спасают, и в какой-то момент не спасают, не успевают, и этим все заканчивается. Не надо себя винить, это выбор этого человека. А если этот человек вас до смерти достал, может быть, и действительно правильно сделали, что отпустили его. Это как с этими уже, которые, знаете, все полуживые, полутрупы, выносят все из дома, и в конце концов, когда последний раз, то есть в очередной раз уже с пеной у рта валяются на полу, просто родные и близкие не вызывают скорую. Потому что понимают, что сейчас спасут, ну и что, через недели-две будет та же история. Уж уходишь, так и уходи. Я знаю такую женщину, которая просто ушла, закрыла двери, и все. И вернулась, позвонила в скорую, и везде сказала: все, сын умер, приезжайте, пожалуйста. Потому что там уже от сына ничего не осталось уже. Одни стены только остались. Она уже замучилась, не могла спать. И уже деньги в лифчике чуть ли не хранила. Все ходили избитые, все ходили побитые. Стекла побитые, дома кошмар, просто ад. И в этом кромешном аду они жили. И за несколько лет зажиточные крестьяне превратились в нищих просто. В нищих людей. И в очередной раз просто мать, поняв, что он умирает, закрыла дверь и ушла. А потом вернулась, и никто не удивился, потому что все знали, что употребляет человек, и рано или поздно он уйдет. В конце концов, это выбор каждого человека, вы не обязаны отвечать ни за чей выбор. Не надо с этим жить. Выкиньте этот груз. Он сам решил свою судьбу, это его выбор. Вы один раз его уже спасли, и я вам хочу сказать, что кого мы спасаем, тот нас уничтожает с двойной, тройной силой, еще хуже. Просто нашу жизнь превращает в кромешный ад. Именно те, кого мы спасаем. Поэтому хотел уйти, ушел. Его выбор. Жил бы нормально. У нас что, не бывает трудных ситуаций, у нас не бывает невыносимой боли. Ну, мы же как-то можем перетерпеть. И обычно вот так шантажируют люди, которые на самом деле нормально живут. Просто хотят всех запугать, не знаю, какую цель преследуют. И получают то, что ищут. Ну, на этом все на сегодня. Продолжим, естественно, это все. Пока что на этом все, этого достаточно. Всем удачи.